Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение псориаза в домашних условиях. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Наряду с сибореей, псориаз, чешуйчатый лишай, кожный зуд считается одной из самых распространенных дерматологических болезней. Помимо кожи и волос, этот недуг воздействует на суставы, ногти, внутренние органы. Псориазом нельзя заразиться при контакте с больным человеком, зато легко получить в наследство от родителей. Узнайте, как облегчить кожный зуд при помощи популярных народных рецептов и какое лечение наиболее эффективно в домашних условиях. Описание болезни. Кожа шелушится и чешется, на ней появляются пятна, бляшки или гнойнички. Все это может свидетельствовать о развитии одной из многочисленных разновидностей псориаза. Точно определить тип и форму недуга сможет только доктор. Чешуйчатый лишай возникает как ответная реакция организма на различные факторы. Снижение иммунитета, нарушение в работе эндокринной системы, проблемы по части неврологии, частые стрессы. Доказано, что спровоцировать болезнь могут даже обморожение кожных покровов, солнечные или химические ожоги. К группе риска относятся люди, имеющие генетическую предрасположенность к псориазу, а также злоупотребляющие алкоголем или часто принимающие гормоны. При тяжелых формах недуга страдают суставы, псориатический артрит, кровь, лимфоузлы, эритродермия, другие органы и системы. Механизм болезни связан с нарушением деления клеток дермы. В норме этот процесс протекает около месяца, а при чешуйчатом лишае сокращается до 4-5 дней. Розовые и красные пятна, серо-белые чешуйки чаще всего появляются на голове, в области лица и волос, на локтях, коленях, голенях. Надоедливый зуд заставляет чесать места высыпаний чуть не до крови. Это приводит к размножению патогенной микрофлоры и развитию дерматита. Из-за осложнений могут пострадать волосяные фолликулы, что спровоцирует выпадение прядей. Внимание! Если псориаз локализуется в волосистой части головы, лечить нужно кожу, а не волосы. Лечение народными средствами. Противопоказания. Тщательно выбирайте рецептуру домашних средств. Если у вас есть аллергия на какой-то компонент препарата, возьмите для лечения другое средство. Благо, народная медицина предлагает множество вариантов. Не знаете, как отреагируют на состав кожи и волосы? Для начала протестируйте приготовленную смесь, нанеся небольшое количество на участок за ухом, на запястье или сгиб локтя. Заметили неприятные ощущения? Значит, этот рецепт вам противопоказан. Кроме того, существуют некоторые ограничения, касающиеся лечения псориаза во время беременности и кормления грудью. Не экспериментируйте на детях младше 18 лет. Их кожа и волосы нежнее, чем у взрослых. Также учитывайте запреты на использование некоторых компонентов при определенных заболеваниях. Например, солевые ванны не сочетаются с больным сердцем. Внимание! Нельзя применять рецепты неофициальной медицины при лечении псориаза без консультации доктора. Народные рецепты от псориаза. Прежде чем приступить к лечению псориаза в домашних условиях, подкорректируйте питание и образ жизни. Все это улучшит общее состояние дермы и волос. Чередуйте работы с отдыхом, откажитесь от вредных привычек, избегайте стрессов, принимайте витамины. Из меню исключите копчености, шоколад, маринованные, острые, жареные блюда, а в фазу обострения еще и мясо, красные овощи, фрукты, газировку, сахар, яйца. Больным, страдающим от псориаза на голове, особенно важно правильно мыть волосы. Одним из эффективных средств считается сода. Можно смешать ее с небольшим количеством детского шампуня или с обычной водой. Только соединить компоненты нужно не в металлической емкости, иначе сода окислится. Мягко втирайте такое средство в кожу головы, а затем ополаскивайте волосы. Добавьте к порошку гидрокарбоната натрия, мелкую морскую соль, манку, оливковое масло, измельченный натуральный кофе. Получится пилинг. Для кожи и волос при псориазе будут полезны содовые ванны. На одну процедуру понадобится пачка порошка. Растворите его в ванне с теплой водой. Сядьте и запрокиньте голову, опустив волосы назад. Уши можно закрыть. Сидите в таком положении около 30 минут. Делайте процедуры на ночь, не более 3 подряд, а утром смазывайте пораженные места уксусом, разбавленным водой.
Если кожный зуд распространился по всему телу, помогут солевые купания. В течение 15-20 минут принимайте ванну с теплой водой, где растворен 1 кг морской соли. После этого обязательно ополаскивайтесь под душем. Можно добавлять к морской соли йод 10 мл, хвойный экстракт 100 мл, настойку валерьянки 75 мл. Периодичность каждые 3-4 дня, но только после консультации с врачом. При лечении псориаза головы втирайте в дерму мелкую морскую соль. Спустя час ополаскивайте волосы чистой водой. Кроме того, тщательно соблюдайте другие правила личной гигиены. Подберите расческу, которая не царапает кожу головы. Временно не сушите волосы феном. Используйте несколько домашних средств разного спектра действия, наружные и внутренние. Препараты для лечения псориаза должны сочетаться друг с другом. Мази. Первое. Из солидола с вазелином. Возьмите по 300 граммов обоих компонентов. Добавьте к ним яичный белок, а также по 20 грамм меда и высушенного измельченного чистотела. Перемешайте и наносите на пораженные псориазом участки тела в районе волос на протяжении месяца. Важный нюанс. Солидол должен быть медицинским или жировым, без примесей и добавок. Второе. С яйцом и свиным жиром. Налейте в банку объемом 200 мл уксус и поместите туда куриное яйцо. Через сутки добавьте 20 граммов свиного жира. Аккуратно перемешайте. Распределяйте по шелушащимся участкам на теле или в районе волос на 1-2 часа. Остатки убирайте. Эти же места смазывайте детским кремом. Третье. Медово-яичное. Соедините 20 грамм сладкого продукта, белок куриного яйца и 2 чайные ложки детского шампуня. Наносите на пятна, спустя 10-15 минут смывайте. Четвертое. Дегтярно-чесночное. Мыло, содержащее натуральный деготь, лечит перхоть на волосах, регулирует работу сальных желез. Поможет оно и при псориазе. Натрите брусок на терке и возьмите 2 столовые ложки готовой стружки. Добавьте такое же количество свежей чесночной кашицы. Залейте смесь стаканом воды 250 мл. Поставьте на огонь. Когда основная часть жидкости испарится, мазь будет готова. Остудите ее и наносите на пораженные участки вдоль линии роста волос или по всему телу. Пятое. С чистотелом. Возьмите спиртовой экстракт травы 2 части, добавьте к нему льняное масло 4 части и вазелин 1 часть. Тщательно перемешайте и распределяйте по больным местам раз в день. Шестое. На основе золы. Сожгите ветки шиповника и кору дуба. Соедините золу с вазелином в пропорции 1:1 и мажьте пораженные участки незадолго до сна. Есть и другой вариант. Возьмите 25 граммов золы и добавьте к ней 100 граммов медицинского солидола, яичный белок и 10 граммов чистотела. Дайте настояться 2 недели и применяйте от псориаза 3 раза в сутки. Седьмое. Полынная. Разотрите в порошок сухую траву. Можно купить в аптеке. В равных долях смешайте молотую полынь с растопленным свиным жиром. Втирайте в пораженные псориазом участки 3 раза в день. Восьмое. С прополисом. Растолките 10 грамм пчелиного продукта. Добавьте 20 грамм размягченного сливочного масла. Прогрейте смесь на слабом огне. Через 15 минут снимите с плиты, слегка остудите и процедите, пока оно еще в жидкой консистенции. Применяйте 3 раза в день, обрабатывая больные места на теле и голове, возле волос. Девятое. Яично-масляная. Такая мазь особенно рекомендуется в периоды обострений. Соедините 2 свежайших куриных яйца со столовой ложкой нерафинированного растительного масла и 40 мл уксуса. Тщательно взбейте. Наносите на пораженные псориазом места перед сном. Поверх накладывайте повязку. Десятое. Из щавеля и чистотела. Оба растения нужно высушить, перемолоть в порошок и взять в пропорции 1:1. Для густоты следует добавить березовый деготь. Накладывайте мазь на больную кожу, сверху кусочек ткани или марли. Ополаскивание настойки компресса. Первое. Девисиловая настойка. Залейте 250 грамм корней растения половиной литра водки. Плотно закройте и уберите в темное место на 2 недели. Периодически встряхивайте. Пейте готовую настойку до еды, добавляя по 15-20 капель в небольшое количество воды. Для наружного применения средства при псориазе разбавляйте водой и втирайте в больные места. Второе. Горячий содовый компресс. В пол-литре горячей воды растворите 3 столовые ложки соды. Смочите этой жидкостью кусочки ткани и приложите к участкам, пораженным псориазом, пока компресс не остынет. Третье. Травяные ополаскиватели. Полезны тем, что параллельно улучшают общее состояние волос. Если псориаз локализуется на голове, запаситесь сухой ромашкой, чередой или чистотелом. 4 столовые ложки любой травы залейте литром воды и кипятите на слабом огне 15 минут. Дайте остыть.
проветрить. Отфильтруйте и ополаскивайте волосы после каждого мытья. Не смывайте. 4. Компресс с цикорием. В стеклянной емкости соедините 2 столовые ложки перемолотых корней растения с 200 мл кипятка. Держите на водяной бане 15 минут. Остудите, процедите. Для лечения псориаза смачивайте в этом отваре кусочки марли и прикладывайте к больным местам на 30 минут. Курс составляет 10 дней. 5. Настойка из кошачьей мяты. Вообще это растение называется будро-плющевидное, но в народе его именуют и собачьей, и кошачьей мятой. Сделать из него настойку можно 2 способами. Замочить 200 грамм травы бутылкой качественной водки, выдержать сутки, не фильтровать. Или всыпать 2 столовые ложки сухого сырья в стакан уксуса, настоять в течение недели. При псориазе оба средства используют одинаково, 3 в день. Кстати, среди других народных способов лечения псориаза в домашних условиях использование налета, оставшегося в кастрюле после кипячения молока, а также измельченной рыбьей чешуи, смешанной с рыбьим жиром или кожицей от жирной селедки. Любое из средств наносят на пораженные места в виде мини-компрессов. Маски. Если псориаз локализуется преимущественно на голове, попробуйте такие рецепты масок для волос. 1. Луковая. Возьмите несколько репчатых луковиц, зависит от длины прядей, очистите их и превратите в кашицу, воспользовавшись блендером или мясорубкой. Распределите по голове, укутайте шевелюру полиэтиленом и полотенцем. Спустя 20 минут вымойте волосы обычной водой. Чтобы избавиться от запаха, можно приготовить ополаскиватель с уксусом или лимонным соком. При регулярном применении структура прядей улучшится, они станут крепче, а проявления псориаза сойдут на нет. 2. Кефирная. Такая маска дополнительно увлажнит волосы, сделает их более мягкими. Готовить ее проще простого. Распределите по коже и локонам слегка подогретый кефир. Утеплите голову, через полчаса смойте маску с волос. Если требуется, вычешите шелушащиеся частички густым гребешком, не травмирующим дерму. 3. Грязевая. Предполагает использование лечебных грязей, собранных вами во время отдыха на курорте или купленных в аптеке. Для лечения псориаза в домашних условиях и улучшения состояния волос растворите 1-2 столовые ложки основного компонента в отваре ромашки или календулы. Добавьте пару капель витамина В. Нанесите на кожу и волосы на 15 минут. Смойте. Только не применяйте эту маску для лечения псориаза в домашних условиях, если имеете проблемы с сердцем или сосудами. 4. Репейная. Параллельно помогает при выпадении волос. Соедините по 1 столовой ложке масла репейника и настойки календулы. Добавьте куриный желток. Распределите по больным местам. Через 1,5 часа хорошо промойте волосы. При необходимости вычешите чешуйки гребешком. 5. Многокомпонентная маска для волос при псориазе. Пропустите через мясорубку лист алоэ, отожмите лекарственную жидкость. К 6 частям полученного сока добавьте по 1 части камфорного спирта и березового дегтя, а также 1 куриное яйцо. Взбейте все до получения однородной смеси. Нанесите на места, пораженные псориазом, на полчаса. Утеплите волосы. Смывайте маску специальным шампунем, рекомендованным при чешуйчатом лишае. Дополнительно воспользуйтесь травяным ополаскивателем для волос. Эффект от использования. Лечение псориаза в домашних условиях при помощи народных рецептов улучшает общее состояние кожи, волос. Мази, компрессы и другие средства снимают воспаление, обладают дезинфицирующими, отшелушивающими свойствами. Они смягчают дерму, покрытую бляшками, устраняют неприятные ощущения, уменьшают зуд. Маски для волос при псориазе укрепляют фолликулы, препятствуя выпадению прядей. Если верить данным опросов, едва ли не самым эффективным средством для лечения псориаза признан солидол и препараты, в состав которых он входит. Также хорошо помогает соблюдение диеты, санаторный отдых на курортах с минеральными водами в Пятигорске, Сочи, Ейске и других городах. Прием солевых ванн, антигистаминных препаратов, применение гормональных мазей и наружных препаратов с дегтем. Бороться с псориазом нужно комплексно, не игнорируя рекомендации врачей и прием медикаментов. Домашние маски для волос, ополаскиватели, настойки хороши как поддерживающая, а не основная терапия. Вы сможете справиться с псориазом, действуя одновременно в разных направлениях. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.